Привет! И если ты здесь, значит тебе тоже интересно, как справляться с периодами, когда мотивация на нуле. Давай коротко расскажу о том, кто я, что я и почему ты, собственно, можешь меня слушать и немножечко доверять моему мнению. Собственно, меня зовут Диана, мне 28 лет, и я сейчас живу в Праге. В Прагу я переехала 6 лет назад, даже уже больше, наверное, 6,5 лет назад. И как бы вот существую здесь одна. У меня есть кошка, вся моя семья в России. Собственно, из короткой аннотации, да, которую могу дать. Я работала одновременно на 5 работах в полную смену. Сейчас я веду свой блог в Инстаграме, веду свой YouTube-канал. У меня также есть постоянная работа. Причем я снимаю ролики по 3 ролика в неделю на YouTube. Самостоятельно у меня никого нет, я одна, я сама веду все блоги. Я начала вести также TikTok, потихонечку Threads веду. Да, у меня есть кошка, которой нужно уделять внимание. Ну и, собственно, у меня есть друзья и своя жизнь, которой тоже нужно уделять внимание. И не всегда хватает мотивации на то, чтобы во всем этом активно развиваться, чтобы быть постоянно с энергией, потому что блог, он все-таки забирает достаточно много энергии. Плюс также я провожу консультации по блогу. Я также провожу консультации по переезду. И, собственно, это все требует очень много времени, мотивации. Иногда моим друзьям требуется какая-то поддержка, либо мотивационные слова, которые в целом я тоже могу оказывать. Собственно, расскажу тебе свои приемы, которые помогают мне оставаться замотивированной, когда наступают тяжелые периоды, я не знаю, откуда брать энергию. Все это мы разберем с вами сегодня. Спасибо, что ты со мной, и поехали! Первый пункт, самый банальный, это смена обстановки. Для этого идеально подходит хотя бы выйти из дома. Я не говорю о том, что нужно ехать в путешествие, либо ехать там в другую страну, в соседний город. Это было бы вообще супер классно, но мы говорим о том, что нам быстро может помочь. Соответственно, ты можешь просто выйти на улицу, просто погулять. Я как делаю? Обычно, если я начинаю ловить такие периоды, что моя мотивация на нуле, я просто беру в привычку, ввожу себе постоянно выходить. Либо это, если у тебя удаленная работа, ты можешь пойти поработать удаленно в другом месте, не дома, то есть ты сменишь обстановку. Либо просто выйти на улицу и поехать в непривычное место. Допустим, я не знаю, ты проживаешь в центре города и выезжаешь на окраину крайне редко. Для того, чтобы у тебя произошла смена обстановки, смена перспективы, тебе нужно поехать на окраину города. Да, возможно, немножко странно, возможно, в этом нет никакого смысла, но, во-первых, ты поймешь, что в твоем райончике тебе нравится больше, во-вторых, ты увидишь что-то новое. Это очень быстрый момент того, как ты можешь заменить путешествие, если ты не был в соседних районах. Поэтому самое главное, что мы делаем, начинаем менять обстановку и начинаем ее менять с простого, с выхода на улицу. Второй пункт, который я рекомендовала бы, это перестановка. Крайне странный пункт, но он имеет место быть. Объясню почему. Потому что, когда мы делаем перестановку в привычной для нас обстановке, мы создаем своему мозгу новые точки, на которых он может фокусироваться. То есть, допустим, он привык о том, что шкаф стоит в левом углу, шкаф будет стоять в правом углу, фокус внимания уже сходит с привычного, то есть он обычно был с левой стороны, да, плюс в этот же момент у нас создаются новые нейронные связи. Как всегда говорят, если ты хочешь создавать новые нейронные связи, делай каждый раз по-новому, либо старайся иногда чередовать. То же самое с зубной щеткой. Если вы поменяете зубную щетку, где она стоит с левой стороны на правую сторону, это уже значительно поможет вам, потому что вы меняете обстановку. Ваш мозг начинает адаптироваться под новые вещи и на этом фокусирует свое внимание. Поэтому второе, сделайте либо перестановку, либо разбор гардероба, либо хотя бы предметы поменяйте местами. Привычное, то, куда у вас тянется рука, да, либо даже телефон разберите, потому что мы привыкли то, где что находится, и если вы поменяете местом приложение, ваш мозг начнет уже по-другому ориентироваться. Так что второй пункт, делаем перестановку. Очень важная вещь – это структурировать свой день. Когда у меня пропадает мотивация, когда я перестаю понимать, что, куда, зачем, я структурирую свой день. Давайте здесь структурировать свой день. Мне помогает приложение Structure, я о нем говорила уже не раз, но вы можете это сделать и в календаре в любом, и в заметках, то есть где вам удобно. В чем особенность структурности дня? Это не просто так, что где-то там в 2 часа у меня работа, где-то там у меня что-то там поесть. Нет. Здесь мы подходим прям максимально структурно. Смотрите, мы прописываем прям все четенько. 7 утра встал, 7:15 зарядка, 7:30 умыться, 7:45
Пошел, покушал, не знаю, 8 собрался на работу, с 8 до 9 дорога на работу, с 9 до 10 делаю такие-то дела на работе, если мы берем рабочий момент, если это домашний, то домашние дела прописываем, там, не знаю, в другое время у нас обед, тут встреча, прям полностью все вплоть до отбоя, зарядка, уборка, помыть голову, не знаю, снять макияж, снять ролик, неважно, абсолютно все прописываем максимально. И объясню, зачем это нужно делать. Потому что в конце дня, когда вы уже ложитесь в кровать, планы лучше составлять на день вперед, не с утра. Вы вечером ложитесь такие, ага, это я сделал, это я сделал, это я сделал, это я сделал. И ты вечером видишь, что ты сделал много дел, и у тебя появляется мотивация, блин, я молодец, я не фигня какая-то, да, я что-то сделал, потому что часто происходит обесценивание из-за того, что домашние какие-то дела, какие-то простые, привычные, обыденные вещи, позвонить родителям, например, да, либо поиграть с животным, погулять с животным, мы не записываем, но это очень важно, потому что на это у нас тоже уходит энергия и ресурс. Соответственно, это мы записываем, структурируем, опять-таки снимаем задачи с нашей головы и уносим их в приложение, не думаем о них. В конце вечера отмечаем галочками, радуемся, какие мы молодцы, и в это же время составляем задачи на следующий день. Следующий пункт – возвращение к мотивации. Объясню, что я имею в виду здесь. Когда у нас теряется мотивация, по крайней мере у меня, суть в том, что ты теряешь смысл и цель. И здесь очень важно напомнить себе, для чего. Выбери одну установку. Она может быть абсолютно немыслимой, да, для тебя, но все равно выбери ее. Например, я хочу стать известным блогером на всю Чешскую Республику, чтобы ко мне относились с уважением, чтобы ко мне относились с пониманием, с доверием. Не так просто. Вы знаете, карма дело такое, и Вселенная тоже дело такое. Скажете, хочу быть популярным, а вот придет к популярности немножко по-другому. Собственно, вы ставите себе максимально большую цель, и всегда при постановке цели, я лично для себя ставлю, мы идем, несмотря ни на что. Мы идем и двигаемся. Да, тяжело, да, сложно, да, нет мотивации, да, нет поддержки, да, нет близких. Да, ты один, но ты идешь. И ты не прекращаешь ничего делать, ты идешь. Плюс мне еще, знаете, какая штука помогла. Когда мне прям плохо-плохо было, я говорила себе о том, что я хочу увидеть себя в старости такой-то, такой-то, такой-то. И это тоже помогало мне двигаться, потому что это как бы далекий период, но это ты сам. И то есть ты как бы адресуешь это все сам себе. Поэтому возвращение к мотивации, либо возвращение к корням, к тому, с чего ты начал. Можно также здесь сесть, проанализировать весь свой путь, что тоже будет очень полезно для того, чтобы понять, что с тобой все в порядке, ты просто немножечко обесценил себя в данный момент, и все с твоей мотивацией хорошо. Переходим к следующему. Следующий пункт – это день перезагрузки. Объясню. Это не просто там выключить интернет, еще что-то. Нет. Каждый день мы коммуницируем с огромным количеством людей. Это могут быть друзья, семья, животные, люди на улице, проходящие мимо. Да? Это огромное количество информации, огромное количество связей, людей, энергий. И это у нас забирает нашу энергию, если вы там, например, не научились как-то правильно распределять свою энергию. Соответственно, для того, чтобы у вас прошел день перезагрузки, вы либо побудьте дома один, чтобы никого не было, либо уезжайте куда-нибудь, где мало людей, либо проведите день, допустим, со своим питомцем, но там, где нет людей. То есть постарайтесь в этот день снизить как можно меньше контакт с людьми. Будь то знакомые, будь то родственники, будь то, я не знаю, друзья, прохожие, со всеми снизить контакт. Я бы, конечно, сказала, на пару денечков. Так будет лучше, потому что при общении с людьми мы все равно забираем их проблемы, забираем их энергию, и иногда, напомню, очень важно, вот здесь даже напишу, вы имеете полное право на то, чтобы сказать человеку, что прости, сейчас я не готов слушать твои проблемы, твои эмоциональные какие-то истории, да, потому что у меня нет эмоционального ресурса для того, чтобы принять твои эмоции. Прости, пожалуйста, либо пойми меня, либо давай поговорим об этом чуть попозже. Это тоже имеет место, потому что слушая, например, о каких-то неудачах либо удачах человека, ты так или иначе обменишься с ним энергией, которая, возможно, тебе в этот момент абсолютно не нужна. Поэтому день перезагрузки очень важен. Следующий пункт – это физическая активность. Как только я начинаю понимать, что моя мотивация уходит,
подходит. Я добавляю физическую активность на постоянке. Вообще рекомендовала бы ее реально регулярно оставлять, хотя бы зарядку с утра, хотя бы 10 минут, хотя бы просто растянуться, хотя бы 3 минутки, ладно, окей, хотя бы 3 минутки. Но физическая активность в виде какой-то разминочки, растяжечки должна быть. В идеале, если это будет йога, в идеале, если это будет бег, либо это будет спортзал, потому что в зарядке в спорте у нас выделяются антидепрессанты, которые естественным образом, слово подбирала, естественным образом образовываются в нашем организме в момент занятия спортом. Поэтому обязательно добавляем спорт. Это, опять-таки, придаст вам немножко дисциплины, что немножечко уберет у вас тревожность, а тревожность, она, в свою очередь, влияет на вашу мотивацию. Поэтому добавляем спорт в свою жизнь хотя бы минимально. Если вы видите, что вам не хочется этим заниматься, во-первых, сядьте, подумайте, почему вам не хочется этим заниматься. Если мы берем момент работы, то иногда бывает такое, что если это работа в найме, иногда бывает такое, что эта работа вам просто-напросто не нравится. И здесь важно принять тот факт того, что вам работа не нравится, мы хотим что-то менять. Тут уже просто на мотивации ты никуда не увидишь, что вот, нам нужно заработать 100 тысяч, поэтому будем ходить на работу, ну я условно 100 тысяч, да, например, беру. Мы ходим на работу, мы выкладываемся, да, наш труд оценят. Не всегда это так, не всегда так нужно делать. Поэтому, если вы чувствуете, что вам как-то тяжело ходить постоянно на работу, давайте в нормальном смысле, не то, что вам впадло туда идти, а то, что вы прям вот физическое сопротивление чувствуете, ваш организм не хочет туда идти. Соответственно, в такие моменты сядьте и подумайте, действительно ли вы хотите работать в этой области, действительно ли эта работа вам нравится, и не побояться признаться себе в том, что вы не хотите этим больше заниматься, и давайте скажем что-то другое. Это в целом относится и к вашим хобби, к вашим каким-то занятиям, потому что, например, если вы всю жизнь говорите о том, что я хочу стать художником, но вот чуть-чуть там порисовали, душа не легла, это не пошло, то не пошло. Скажите себе, хорошо, я это оставляю. Спасибо, отпускаю. Если в момент «отпускаю» вам стало как-то не по себе, то, скорее всего, вы начнете что-то дальше делать. Если в момент «отпускаю» вы улыбнулись, значит, вы отпустили то, что вас давно тревожило. Поэтому меняем немножко взгляды, перспективы, пытаемся оценить, что нам нравится, что нам не нравится, и таким образом у вас немножечко мысли пойдут в нужном русле. Конечно, один из самых главных – это медиа-диета, я не знаю, медиа-детокс, как угодно называйте, но это действительно очень влияет. Я говорю не только про Инстаграм, не только про ТикТок, не только там про Threads и еще что-то. Я говорю и про сериалы, и про фильмы, и про YouTube, и про новости, и про телеграм-каналы, чаты. Короче, абсолютно все, что связано с потоком информации. Самое, что я бы сказала, простое потребление информации, какое вы можете дать себе, если вам оно все-таки необходимо, это чтение книги, журнала. Во-первых, там ничего вот так вот не мерцает, да, ваш мозг не создает себе каких-то тревожных сигналов. Вы просто расслабленно читаете, у вас нет анализа сравнения, вы не пытаетесь понять, в чем вы хуже или в чем вы лучше, вы не ориентируетесь на других людей, соответственно, вы не переживаете о проблемах в мире, которые вас вообще не касаются. Честно, я рекомендую отписаться вообще от всех новостных пабликов, потому что все самое страшное, что произойдет, вы об этом все равно так или иначе узнаете. Это то, что мне реально помогло уйти от большого стресса и вернуть себя в русло, в движение. Соответственно, отсюда отписываемся. То, что не нужно, подчищаем, уменьшаем время провождения в социальных сетях, перед сериалами, перед просмотрами чего-то. Выходим на улицу, гуляем с друзьями, прогулки какие-то. То есть немножечко даем мозгу сделать себе рефреш. Следующий пункт, и, наверное, один из последних, это музыка, искусство. Это то, что вас вдохновляет. Это может быть что-то другое, это может быть игра на барабане, это может быть давно забытое хобби, это может быть рисование. То есть это какое-то искусство. Мне помогает музыка, я очень люблю и расслабляюсь в музыке. Это вечером можно включить релаксовую музыку, включить свечечку, да, и немножечко дать своему мозгу отдохнуть, посмотреть в потолок, весело посмотреть в потолок. На протяжении 10 минут, поверьте, на 3-й минуте, скорее всего, вам начнут лезть какие-то интересные мысли, которые будут под собой подразумевать то, что вам нужно двигаться дальше, и то, что у вас есть силы. В целом вы это сразу поймете. Вот. Искусство. Я люблю ходить на выставки. Меня очень
будоражат концерты, да, они меня мотивируют на продолжение. Мне хочется ходить на концерты, мне хочется ездить, если вам хочется ездить в путешествия, соответственно, вы можете выбираться, вы можете смотреть какие-то travel-блоги про путешествия. Это тоже в целом вдохновляет, мотивирует на то, чтобы дальше двигаться. Я бы очень не рекомендовала смотреть всякие истории про успешные успехи, они абсолютно нам не нужны. Я бы не рекомендовала сильно слушать советы друзей, у которых не похожая ситуация. Возможно, я бы обратилась к психологу, если вы чувствуете, что прям вот, до свидания, да. Но сначала попробуйте внедрить новые привычки, они очень помогают. Во-вторых, немножко разгрести свое окружение. Опять-таки объясню про окружение. Иногда нас окружают те люди, которые... Я не говорю то, что они в жизни ничего не делают. Они, конечно, что-то делают, но у них другие цели, другие ценности, и мы часто с этими людьми можем расходиться в тот или иной период своей жизни, что тоже очень важно принять и понять. Потому что, когда вы окружаете себя людьми, с которыми вам уже не интересно, с которыми вы не видите общих точек соприкосновения, с которыми вы видите, что у вас разошлись пути, с такими людьми, лучше прекращать общение, потому что вы заставляете себя общаться с ними, и тем самым вы отдаете энергию туда, куда вам нужно отдавать. Плюс ко всему, когда вы начинаете немножко отходить от людей, фокусироваться на себе, вы начинаете лучше слышать себя, что тоже очень важно. Плюс ко всему, я иногда делаю своего рода медитации, именно медитации, знаете, которые не просто там, вот это сидишь, слушаешь что-то, а именно медитации, которые помогают тебе проиграть какой-то сценарий, например, либо погрузиться, но это лучше делать на йогах, скорее всего. Это когда, знаете, вы садитесь, расслабляете, и вам говорят, вот, идемте туда, смотрим, что там, посмотрите, что там, сделайте то. Такие вещи тоже очень помогают. И самое главное, что я бы, наверное, сказала, что, это помогает мне, не поможет всем, но когда у меня пропадает мотивация, такая, вот, вот это я говорю себе, что давай мы помолчим немножечко, ладно, и будем делать. Потому что я считаю, что настроение хорошее или плохое мы выбираем сами. Действительно, это не чушь какая-то собачья, правда. Ты сам выбираешь свое настроение. Дальше, если ты выбрал настроение хорошее, то ты можешь себя подбадривать утром, спев песню какую-нибудь про счастье, например. Либо вечером поблагодарить себя за то, что ты сделал и проделал, то, что ты большой молодец. Соответственно, эти моменты помогут тебе фокусироваться на хорошем. Убирай негатив. Он не произошел, не нужно на нем фокусироваться. Фокусируйся на хорошем. Соответственно, у меня все классно, я реализуюсь, я то сделала, я это сделала. С этим планом вообще шикарно будет работать. Плюс ты сам выбираешь, тебе ныть или делать. Вот, выбери. Если хочешь ныть, иди ной. Удели время, поной и дальше иди делай. Не нужно всегда находиться в одном состоянии. Это так же, как с болью, да? Когда вы, допустим, ударяетесь, вам больно какую-то там несколько долей секунд, все остальное это уже все, слюни, сопли, это все уже чушня. Но это лично мое мнение, я не хочу никого обидеть. Я не эксперт, это лично то, как помогает мне, это какой у меня опыт и чем я обычно пользуюсь. Соответственно, если я выбираю ныть, я иду час ною, потом встаю и иду делать дальше. Потому что от того, что ты будешь ныть все больше и больше, ничего не поменяется. Если ты замечаешь, что ты ноешь регулярно, бросай то, что ты делаешь, и иди делать другое. Вот и все. Это по-другому никак не поменяется. Дисциплина самое главное. Научи себя дисциплине. А если ты будешь вести вот этот календарик структурности, да, где мы все прописали, тогда ты будешь четче понимать себя, четче видеть, что не нужно, что не должно быть в твоем дне, чему ты не хочешь уделять время. Оно со временем будет понятно, видно, так что вы можете не переживать по этому поводу. Вот, не переживайте, у всех бывает такое, что период мотивации он пропадает, и не хочется ничего делать. Иногда это проблема в витаминах, иногда это проблема психологическая, поэтому не пренебрегайте походом к врачам, обязательно ходите, проверяйте свои витамины, витамин D на это очень сильно влияет, магний B6 на это очень сильно влияет, ферритин, железо, да, на это тоже очень сильно влияют, и ряд других факторов на это тоже очень сильно влияют.
Поэтому окружаем себя людьми, с которыми мы лично хотим общаться, не которые с нами, не которым что-то от нас все время нужно, а с которыми мы хотим общаться, с которыми нам комфортно, и неважно, кто что подумает. Окружаем только такими себя людьми. Далее, окружаем себя хобби, которыми мы давно хотели заниматься и не занимались, либо откладывали, либо уделяли им мало времени. То есть уделяем внимание хобби. Пытаемся сместить свой фокус на новые привычки, задаем новые привычки. Не знаю, попробуйте питаться по-другому, попробуйте ходить другим путем другим. То есть создавайте новые нейронные связи в своей голове. И очень мне еще помогает это с утра писать свои цели на целый год. 10 целей на целый год. Это помогает мне оставаться замотивированной и не раскисать просто так. Ведь каждый наш шаг — это шаг к нашей цели, и для всего нужно терпение. Мотивация — дело хорошее, но без дисциплины мы с вами никуда не продвинемся. Поэтому желаю вам удачи. Спасибо, что вы посмотрели этот ролик. Я надеюсь, он был вам полезен. И подписывайтесь на меня в Инстаграме, в Ютубе, в ТикТоке, в Тредсах можно тоже. Вот, Инстаграм, конечно, я веду более активно, чем все остальные соцсети. Там я веду лайв-аккаунт свой о Праге. Поэтому, если вам интересно, там не только о Праге, я, господи, по врачам, по концертам, вот это все. Поэтому, если вам интересно, подписывайтесь. Будем вместе стараться оставаться замотивированными. И всем